Польза общения с тайками с гоу-гоу-баров. Отрыв в Таиланде не только приятно, но и полезно. Для вас и ваших будущих отношений. Вы, ваши деньги и ваши тайки. Эта статья «Совместный труд, Серпень и Ква». Вместе мы не раз зажигали в тайских клубах, говорили обо всем таком. Дали рассказ от имени Ква. Доказывать кому-то прелесть отрыва на всю катушку в Таиланде бесполезно. На этот счет существует совершенно полярное мнение. Поэтому попробую рассказать, почему все-таки полезно, а не только приятно, иметь опыт общения с тайками с гоу-гоу-баров. Вероятно, феминистически настроенные дамы будут готовы порвать меня на 100 тысяч кусочков. По причине моей недоступности обвинят меня в 1000 грехов от импотенции и неспособности подстроить нормальные отношения. А ты вообще ни на что не годен. Да и ладно. Я имею не только желание, но и возможность собирать, потому плачу за то, что доставляет мне радость и удовольствие. Но и совершенно не гораздо терпеть, когда мне за мои же деньги делают мозг. Об этом сегодня поговорим. Вообще, это статья для мужчин, так что к вам и нам обращаюсь. Женщина читает факультативно. Тайки и тайская польза. Положив руку на сердце, все понимают, что деньги влияют на любые отношения. Посмотрел бы я, что сказал бы мужчина, имея возможность выбора между своей ожиревшей стервозной подругой и тайкой, например, которая в 35 с 2 детьми выглядит на 25. Ну ладно, хорошо, на 27. И готова сделать любую пластику, были бы деньги. И не надо про чувства, и он должен любить меня такой. Мы все это проходили. Нафиг. И вот мы подходим к пользе общения с тайками. В своей колокольне я смотрел все окрестности и теперь уверен, прежде чем планировать серьезные долговременные отношения, стоит 2 раза, а лучше 10, оторваться в Тае. И не только чтобы нагуляться. Просто по Тае мужчина понимает, что никто не имеет права за его же деньги делать ему мозг. Но так-то на Уолкин-стрит есть тайки, которые показывают свой паршивый характер. Эти сразу идут лесом. Такие в ночном бизнесе долго не задерживаются, поэтому действительно мало. После Паттайи женщинам станет намного сложнее манипулировать вами при помощи постели. Седой, кстати, аналогично, тоже ведь популярная тема. Вы станете воспринимать многие вещи, и секс, черт возьми, намного проще. Таиланд быстро учит практичности и пониманию, что все имеет свою цену. Парадоксально это сделать вашу жизнь светлее и радостней. Потому что секс это действительно просто секс, и ничего более. Одна из составляющих жизни, наряду с едой и сном. Если какая-то женщина говорит вам, я тебе не дам, пока ты не купишь, не сделаешь, не прибьешь, не отремонтируешь, да иди ты. Люби меня любой, тоже полная хрень. Здесь главная проблема в самой постановке вопроса. Также полный бред бесконечно терпеть поганый женский нрав. Любая манипуляция это хрень. Все это намного проще создать, когда есть альтернатива. За свои деньги ты можешь получить большее. Даже если вы не сторонник покупать любовь за деньги, вы все равно изменитесь. Потому что Паттайи все радости жизнь для вас на каждом шагу. Одно ощущение доступности переформатирует ваше мышление. У вас тоже всего одна жизнь. Я не буду сравнивать принятые в Азии отношения между мужчинами и женщинами с нашими. Так и там патриархальное общество. Хотя тут кому что нравится. А вот что азиатки намного более доброжелательны, чем, вы поняли. Как вам такое? Тут вам по жизни предлагают принимать ее такой, какая она есть, потому что у нее дали список миллион причин, и виноват всегда мужчина. Там ты с удивлением видишь, что люди умеют оставаться жизнерадостными в любой ситуации. И что бы я выбрал? Дайте подумаю. Если вы не кошка с 9 жизнями, у вас всего одна попытка построить что-то путное и стать счастливым человеком. На что и кого хотите потратить свою единственную жизнь. И я напомню, никто кроме вас самих за уши за болото тащить не будет. Учитесь тайской практичности и цените свою жизнь. Погуляв по Паттайе, вы с удивлением поймете простую вещь. Годами вами манипулировали при помощи простых вещей. А тут, внезапно, любой каприз за ваши деньги. Вообще, после всех своих поездок в Таиланд я стал относиться просто ко многим вещам. И к отношениям в первую очередь. Когда вам ставят условия, сделай это, иначе не получишь то. А ты тем временем знаешь, что есть на свете места, где все что угодно доступно вам по сходной цене и без лишних разговоров. Дальнейшие действия понятны. Изменения в вашем сознании неизбежны, потому что жесткое сравнение всегда не в пользу наших манипуляторш. Вспоминается Паттайя. Не клеится что-то в этом гоу-баре, пойдем в другой. 1000 подруг ждут нас в этой ночи. На самом же деле, в жизни все обстоит точно так же. Музыку убирает тот, кто ее заказывает. Не забывайте об этом. Еще после Паттайи женщине станет намного сложнее нагадить вам душу. По крайней мере, она сделает это только один раз. Терпеть годами вы точно не будете. Ну ладно, я прощу ее, она изменится. Знакомо? Глупо терпеть то, что вас конкретно не устраивает. Помните, альтернативы есть всегда. Я, кстати, не говорю, что наши женщины ни на что не годны. Конечно, это не так. В любой стране есть хорошие люди и есть плохие. Просто после Паттайи вы свой выбор будете делать намного более осознанно. Обычные женские способы манипулирования на вас работать уже не будут. Желудок и зов гормонов вами точно не будут управлять.
С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами и до новых встреч.